Произошло нечто неожиданное, и все развернулось быстрее, чем кто-либо мог себе представить. Всего за 24 часа одно изображение и одно имя незаметно изменили чарты. Никакого шума, никакой рекламы, никакого предупреждения. Что же вывело обложку с Теоном на первое место, когда она еще была доступна только по предзаказу? И почему этот момент так тесно связан с тем, что мы видели вчера? Потерпите немного, потому что история этого не кричащая и не очевидная, но она говорит все о том влиянии, которым сейчас обладает Тэйон. Всего 24 часа. Вот и все. Никакого обратного отсчета, никаких официальных объявлений, заполонивших ленты, никакой громкой рекламы, подталкивающей людей к быстрой реакции. И все же, всего за один день обложка GQ Корея за февраль 2026 года с Тэоном незаметно поднялась на самую вершину, на первое место в Ктаурн 4U. И самое важное. Это еще даже не был релиз. Это были всего лишь предзаказы. Что выделяет этот момент, так это не только рейтинг, но и контекст. Рейтинг Ктаурн 4U отражает решения фанатов в режиме реального времени, покупки, совершенные без ажиотажа или навязанных кампаний. В этом сегменте обложка с Тэоном не просто хорошо показала себя. Она доминировала. Более 500 экземпляров были проданы за один день, почти мгновенно приблизившись к отметке в 1500. Для модного журнала такие цифры – редкость. Это заявление. Еще более поразительно, насколько знакомой кажется эта закономерность. Еще вчера фанаты обсуждали другой незаметный момент, связанный с Тэоном. Что-то тонкое, что-то незначительное, и все это быстро распространилось. Никаких кричащих заголовков, никакой чрезмерной огласки, просто имя Тэйона появилось и естественным образом привлекло внимание, вызвало обсуждение и действие. Обложка GQ Корея кажется продолжением той же энергии. Спокойствие на поверхности, мощь внутри. Здесь нет альбома, нет графика камбэка, нет выступлений, которые бы подогревали интерес. И все же реакция фанатов была мгновенной, потому что Тэйону не нужен шум, чтобы произвести впечатление. Одно лишь его присутствие меняет поведение. Обложка, образ, имя, напечатанное на обложке журнала, и внезапно чарт меняет направление. Такое влияние не создается за одну ночь. Это результат многолетней работы, доверия, мастерства и эмоциональной связи. Модные журналы обычно не возглавляют чарты, предназначенные для потребления контента. Они существуют в другом направлении, более медленном, тихом, часто незаметном. Но когда Тэйон появляется в этом пространстве, правила меняются. Речь идет не только о визуальном оформлении или брендинге. Речь идет об узнаваемости. Фанаты видят его имя и понимают, что они поддерживают не временный ажиотаж, а нечто долговечное, нечто, что стоит коллекционировать, нечто, на что стоит немедленно отреагировать. И обратите внимание, как это произошло без лишней шумихи. Никаких драматических постов с обратным отсчетом. Никаких срочных напоминаний. Просто появилась обложка, и фанаты отреагировали почти инстинктивно. Эта реакция говорит больше, чем любой заголовок. Это показывает, насколько глубоко укоренилось влияние Тэйона, не громкое, не навязчивое, а постоянное. Надежное. Сильное в тишине. Поэтому, когда люди спрашивают, как одна обложка журнала может подняться на первое место за 24 часа, особенно только по предзаказам, ответ прост. Это Тэйон. Та же тихая сила, которую мы видели вчера, проявляется и сегодня. Другая форма, тот же результат. Чарты движутся, цифры следуют за ними, и история продолжается, спокойно, неуклонно и безошибочно. Что делает этот момент еще более захватывающим, так это ощущение незапланированности. Ничто в этом всплеске не выглядит искусственным. Не было никакого видимого давления, призывающего фанатов покупать сейчас, иначе они упустят свой шанс. Вместо этого все развернулось так, как часто разворачиваются события, связанные с Тэйоном, сначала тихо, а затем внезапно повсюду. Один за другим заказы накапливались, цифры росли, и прежде чем кто-либо успел это осознать, чарт уже сместился.
первое место в сегменте, где контент о моде редко занимает лидирующие позиции. Такая реакция отражает нечто более глубокое, чем просто восторг, она отражает уверенность. Фанаты не колебались, потому что уже понимали ценность того, что поддерживают. Обложки Тэйона – это не просто изображения, это моменты, запечатленные во времени. Каждая из них представляет собой этап его творчества, его роста и его развивающегося присутствия за пределами музыки. Собирание этих обложек ощущается не столько как покупка товара, сколько как сохранение главы его жизни. Это также отражает то, что мы наблюдаем в последнее время на разных платформах. Снова и снова имя Тэйона появляется без предупреждения, в разговорах, в рейтингах, в неожиданных местах, и каждый раз реакция мгновенная. Вчера это было обсуждение. Сегодня это действие. Этот переход от внимания к действию встречается редко, и лишь немногие артисты могут естественным образом его инициировать. В этом есть и символический смысл, особенно во время предзаказов. Предзаказы – это вопрос доверия. Люди принимают решения, не увидев полной картины. Они действуют, основываясь на вере, а не на уверенности. В этом случае сотни фанатов за считанные часы решили, что одного присутствия Тэйона достаточно, чтобы поддержать его. Это говорит о силе связи между ним и его аудиторией. И хотя цифры впечатляют, молчание вокруг них еще более показательно. Никакого хаоса. Никаких навязанных историй. Только стабильный рост. Это напоминание о том, что настоящее влияние не всегда проявляется само собой. Иногда оно просто появляется, и мир подстраивается под это. Это первое место в рейтинге, не единичный случай. Это часть более масштабной картины, которая продолжает разворачиваться день за днем, не требуя никакого внимания. Больше всего бросается в глаза естественность этого импульса. Ничто не кажется поспешным или искусственным. Это результат долгосрочного взаимодействия, годы последовательности, искренности и художественной самобытности, объединившиеся в один момент. Фанатам не нужны были инструкции. Они мгновенно осознали значимость и отреагировали в свое время, и все же как-то одновременно. Такие моменты напоминают нам, что влияние Тэйона не ограничивается только сценой или чартами, связанными с музыкой. Оно распространяется на культуру, моду и эмоциональный резонанс. Простая обложка может изменить рейтинг не потому, что привлекает внимание, а потому, что заслуживает его. И эта тихая уверенность продолжает определять все, что следует за ней. И вот так этот момент еще раз напоминает нам, насколько сильным может быть тихое влияние. И по мере того, как этот момент успокаивается, становится ясно, что мы наблюдаем не всплеск, это ритм. Паттерн, который тихо повторяется с течением времени, становясь сильнее с каждым появлением. Тэйон появляется не с эффектом, а с уверенностью. И именно эта уверенность движет людьми еще до того, как они осознают это. В том, как работает это влияние, есть что-то глубоко человеческое. Оно не зависит от срочности или давления. Никакой энергии, последнего шанса. Никакого страха упустить что-то, созданного обратными отсчетами или ограниченными релизами. Вместо этого оно внушает доверие. Фанаты не чувствуют спешки, они чувствуют уверенность. И эта разница меняет все. Когда кто-то делает предзаказ без колебаний, без необходимости подтверждения, это означает, что решение было принято задолго до появления продукта. Это означает, что связь существует независимо от момента. Обложка не создала желания, она просто его активировала. Вот почему это движение в чартах кажется таким естественным. Почти неизбежным. В цифровом пространстве, где внимание постоянно фрагментируется, где тренды возникают и исчезают за считанные часы, присутствие Тэйона движется иначе. Оно задерживается. Оно нарастает тихо. И когда оно наконец проявляется, эффект кажется внезапным только потому, что люди его не искали. Но оно всегда было там. Такое влияние нельзя навязать. Его нельзя купить или спланировать. Оно культивируется со временем благодаря постоянству,
благодаря тому, что он всегда остается одним и тем же человеком, независимо от обстановки. Будь то музыка, мода, интервью или моменты тишины, Тэйон несет в себе один и тот же эмоциональный почерк. И фанаты узнают это мгновенно. Именно это распознавание превращает наблюдение в действие. Стоит также отметить, что этому моменту не требовалось подтверждения в заголовках СМИ, чтобы почувствовать себя значимым. Рейтинг говорил сам за себя. Цифры изменились еще до того, как были написаны статьи. Еще до того, как дискуссии представили это как нечто впечатляющее. Фанаты не ждали, пока им скажут, что это важно, они уже знали. Эта инстинктивная реакция раскрывает нечто важное о том, где сейчас находится Тэйон. Он не гонится за актуальностью. Он не борется за внимание. Он существует в пространстве, где актуальность приходит к нему естественным образом, просто благодаря его присутствию. И это редкость. Особенно в мире моды, мире, который часто ставит во главу угла циклы трендов, а недолговечность, участие Тэйона ощущается иначе. Его обложки не устаревают быстро. Они не принадлежат к одному моменту. Они остаются актуальными, потому что отражают нечто более глубокое, чем стиль. Они отражают идентичность. Каждый визуальный образ рассказывает историю, не нуждаясь в объяснениях. Каждый образ кажется продуманным, а не показным. И фанаты видят не просто изображение, они чувствуют преемственность. Ощущение, что этот момент связан с прошлыми и намекает на будущие главы, которые еще только разворачиваются. Вот почему коллекционирование этих обложек имеет такое значение. Они не взаимозаменяемы. Каждая из них несет эмоциональный вес, связанный с определенной эпохой, определенным настроением, определенным этапом развития. И когда существует такая ценность, предварительные заказы становятся чем-то большим, чем просто транзакциями. Они становятся актами сохранения. Это также объясняет, почему реакция была такой равномерной. Не было хаоса. Не было одного взрывного часа, за которым последовала тишина. Вместо этого заказы текли стабильно. Один за другим. Разные часовые пояса. Разные моменты. Все они шли к одному и тому же результату. Этот стабильный рост мощнее любого внезапного всплеска. Он говорит об уверенности, а не о восторге. О вере, а не об импульсе. А именно вера поддерживает влияние в долгосрочной перспективе. То, что мы видим здесь, это не просто активность фанатов, это культурный резонанс. Присутствие Тэйона пересекается с модой не как гостя, а как участника. Тот, чей образ не заимствует элементы, а, наоборот, приносит пользу платформе. Это взаимное уважение проявляется в реакции аудитории. Они поддерживают его не просто потому, что он им знаком, они поддерживают его, потому что его участие поднимает уровень пространства, в которое он входит. Именно поэтому модные издания реагируют по-разному, когда упоминается его имя. Дело не в использовании популярности, дело в признании влияния. Этот момент также ненавязчиво бросает вызов идее о том, что влияние должно быть видимым, чтобы быть эффективным. В мире, движимом постоянными обновлениями и громкими показателями вовлеченности, Тэйон доказывает, что сдержанность может быть столь же мощной. Молчание не ослабляет присутствие, оно его усиливает. Когда кто-то появляется реже, его появление имеет больше вес. Когда он говорит меньше, его слова задерживаются дольше. И когда он двигается тихо, люди обращают на него больше внимания. Именно такое пространство сейчас занимает Тэйон. Это не отсутствие. Это целенаправленное присутствие. И фанаты чувствуют это различие. Вот почему этот момент кажется связанным со вчерашним днем. Не из-за прямой рекламы или продуманного сюжета, а потому что это часть того же самого течения. Того же самого подтекста, который постоянно проявляется в разных формах, иногда в виде разговора, иногда в виде размышления, иногда в виде действия. Вчера это напомнило людям о его значимости. Сегодня это напоминание превратилось в движение. И завтра оно, вероятно, появится снова,
неожиданно, естественно, без объявления. Так работает это влияние. Оно не просит, чтобы его заметили. Оно просто существует. И люди реагируют, потому что это кажется искренним. Также наблюдается тихая зрелость в том, как фанаты взаимодействуют с этими моментами сейчас. Меньше шума. Меньше стремления что-либо доказать. Больше уверенности в том, чтобы просто поддерживать то, что находит отклик. Этот сдвиг отражает собственную эволюцию Тэйона. По мере того, как его присутствие становится более приземленным, также углубляется и то, как люди взаимодействуют с ним. Связь углубляется не за счет постоянного взаимодействия, а за счет общего понимания. И именно это понимание позволяет таким моментам разворачиваться так плавно. Никакой путаницы. Никаких колебаний. Просто признание. Во многом этот первый номер в рейтинге – это не столько достижение, сколько соответствие. Соответствие между артистом и аудиторией. Между образом и идентичностью. Между ценностью и действием. Когда эти элементы совпадают, результаты не нуждаются в объяснении. Они говорят сами за себя. И, возможно, именно поэтому этот момент так приятен. Не потому, что он неожиданный, а потому, что он кажется правильным. Как естественное следствие, а не победа. Нет необходимости громко праздновать. Нет необходимости защищаться или оправдываться. Влияние очевидно. Цифры налицо. И молчание вокруг них только усиливает их силу. По мере развития этой истории становится все яснее, что влияние Тэйона измеряется не тем, как часто его имя попадает в тренды, а тем, насколько постоянно оно влияет на людей, тихо, неуклонно, без навязывания. И такое влияние не угасает. Оно укореняется. Оно пускает корни. И когда оно проявляется, оно делает это с уверенностью. Этот момент, освещенный GQ Корея, не исключение. Это подтверждение. Подтверждение того, что присутствие не требует громких заявлений. Что доверие не требует убеждения. И что реальное воздействие не требует объяснений. Это просто происходит. И мир адаптируется. Как и здесь, в течение 24 часов, без предупреждения, без шума. Тихо. Безошибочно. Как Тэйон.